Вечером, когда дождь мерно стучал по крыше старого дома, Алексей Соколов взобрался на чердак. Здесь хранились десятилетия жизни его семьи: книги, мебель, пожелтевшие газеты, коробки с забытыми вещами. В углу, под слоем пыли, стоял массивный сундук из дуба с потемневшими металлическими накладками. Этот сундук когда-то принадлежал его бабушке, и теперь, спустя годы, оказался у него. Алексей давно откладывал его разбор, но в тот вечер что-то подтолкнуло его открыть тяжелую крышку. Внутри лежали старые альбомы, письма и десятки фотографий, аккуратно перевязанных бечевкой. Он взял одну наугад, и сердце дрогнуло. На снимке в старых тонах мальчик лет 5, он сам. Рядом его сестра Марина и их дедушка Павел. Все улыбаются, а фон — летний сад с качелями и деревянной беседкой. Алексей не мог не улыбнуться в ответ, словно вернулся в прошлое. Но, перевернув фотографию, он нахмурился. На обороте четко было написано «Марина», «Артем» и «Павел». Алексей провел пальцами по буквам, словно проверяя, не дрожат ли руки. «Марина» — это верно. «Павел» — тоже. Но «Артем»? Кто это? Он на фото. Сначала Алексей решил, что это случайная ошибка. Но вскоре в сундуке нашел еще несколько фотографий. Снова он ребенком, но в подписи каждый раз значилось имя Артем. И нигде Алексей. Эта находка выбила его из колеи. Он позвонил дальним родственникам: тетке в Самаре, двоюродному брату в Ярославле, кузине в Минске. Но ответы были одинаковыми. Никто не знал никакого Артема. «Наверное, ошибка», — повторяли они. Но повторяющаяся надпись на десятках снимков не могла быть простой случайностью. Ночами Алексей сидел за кухонным столом, разложив перед собой фотографии, и теребил их как карты. В голове роились вопросы. «Может, я и есть Артем? Почему родители никогда не говорили? Что скрывала семья?» Каждый раз, глядя на лицо ребенка на снимках, он ощущал странную отстраненность, будто смотрит на кого-то похожего, но не на самого себя. Отчаяние и любопытство толкнули его обратиться к соседу, Ивану Смирнову, 30-летнему айтишнику, жившему через дорогу. Иван с интересом выслушал историю и предложил помощь. «Люди оставляют следы в сети. Давайте попробуем поискать вашего Артема через архивы, соцсети, сайты о родословных». Они сидели по вечерам у Ивана, попивая крепкий кофе. В комнате гудел ноутбук, свет экрана отражался на лицах. Иван методично вбивал данные в поисковые системы, открывал базы метрик, просматривал старые школьные архивы. Алексей сидел рядом, в напряжении следя за каждым кликом, то и дело поправляя очки, хотя они ему были не нужны, просто привычка. «Смотрите», — сказал Иван однажды, — «в базе роддома за ваш год рождения есть запись. Мальчик по имени Артем Соколов. Дата и место совпадают с вашими». У Алексея закружилась голова. Значит, в тот же день, в том же роддоме, появился еще один Соколов? Чтобы докопаться до сути, Алексей решился на крайний шаг. Нанял частного детектива. Ему посоветовали женщину по имени Ольга Крылова, известную в городе своим умением распутывать самые сложные семейные истории. Ольга внимательно выслушала Алексея, взяла фотографии и записи и пообещала: «Я найду истину. Но приготовьтесь, она может оказаться тяжелой». Недели тянулись мучительно медленно. Алексей то и дело набирал Ольгу, надеясь услышать новости. Он жил как в тумане. Работа перестала радовать, телевизор стоял выключенным, даже прогулки по набережной, любимые занятия, казались бессмысленными. И вот однажды вечером раздался ее звонок. «Алексей, я нашла кое-что. Встречаемся завтра». На следующий день она протянула ему папку с документами. На самом верху лежало свидетельство о рождении. Имя —
Артем Соколов. Дата — та же, что и у Алексея. Место рождения — роддом их города. «У вас был брат-близнец», — тихо сказала Ольга. Его отдали на усыновление почти сразу после рождения. Алексей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Воспоминания детства, внезапный уход матери, туманные намеки отца — все вдруг сложилось в один пазл. Дальнейшие поиски показали — Артема усыновила семья из Нижегородской области. Родители давно умерли, но сохранился старый адрес и телефон. С дрожью в руках Алексей набрал номер. Несколько длинных гудков и голос на другом конце. «Алло». «Простите, вы Артем?» «Да. Кто говорит?» «Меня зовут Алексей. Я думаю, мы братья». Повисла тишина, в которой сердце Алексея колотилось так громко, что он сам его слышал. Наконец голос ответил: «Я знаю, что меня усыновили, но никогда не думал, что у меня есть брат». В его голосе звучала и усталость, и твердость человека, который многое пережил, но остался несгибаемым. Алексей ощутил, что за этими словами стоит судьба, полная борьбы и одиночества. Они говорили больше часа, осторожно, словно боясь спугнуть хрупкую нить связи. Артем признался, что всегда чувствовал себя чужим в приемной семье, часто уходил в походы и долгие поездки, искал ответы в книгах и тишине леса, но все равно нес в себе пустоту, будто знал, где-то его ждет другая жизнь. Через неделю они договорились встретиться в Нижнем Новгороде, в парке у набережной. Алексей шел навстречу мужчине, похожему на отражение в зеркале. Те же глаза, та же улыбка, но походка иная, уверенная, чуть жесткая, как у того, кто привык полагаться только на себя. Волнение сжимало горло, ноги казались ватными. «Алексей», — спросил тот. «Я, Артем». Они обнялись крепко, как люди, нашедшие потерянную половину себя. Слезы катились по щекам обоих, но никто не стеснялся. «Все это время я чувствовал, что чего-то не хватает», — сказал Артем, и в его взгляде светилась не только радость, но и накопленная за годы сила. «А я всю жизнь искал ответы», — тихо произнес Алексей, — «и нашел их в тебе». Они долго сидели на скамейке, разговаривая без остановки. Делились историями, воспоминаниями, сравнивали привычки. С удивлением открыли, что оба любят походы, одинаково смеются и даже боятся грозы. Казалось, сама жизнь пыталась показать им, что кровь и родство не стираются даже годами разлуки. Этим вечером они начали строить новую главу своей жизни. Без тайн, но с братской связью, которую у них когда-то отняли. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.